Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале «Про нас», ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Удинское чудовище. Забытый серийный убийца. В 70-х и 80-х годах во Фриуле, маленькой области на севере Италии, были зверски убиты 13 женщин. Способ совершения убийства всегда был одинаков. Жертву душили или перерезали ей горло острым, как бритва, орудием. Кроме того, в 4 случаях убийца вспарывал животы своих жертв лезвием, похожим на скальпель. Это и заставило полицейских предположить, что эти преступления могли быть совершены одним и тем же человеком. Его стали называть «Монстро ди Удине» – «Чудовище из Удине». Хроника. Начало. Первой убитой женщиной стала Ирен Белетти. В сентябре 1971 года ее тело нашли в машине, припаркованной недалеко от железнодорожной станции Удине, самого крупного города провинции Фриули. В течение 5 лет были убиты еще 3 женщины. Эльза Маруцци, которую задушили в квартире Евгения Тиллинг, и Мария Луиза Бернардо, которые были найдены со множеством ножевых ранений. Все эти женщины были проститутками и, кроме того, имели проблемы с алкоголем и наркотиками. В те годы во Фриуле проституция цвела пышным цветом. В области располагалось множество казарм, и, кроме того, из-за тяжелой экономической ситуации на север Италии прибывало много мигрантов. Возможно, некоторые из убитых оказались жертвами тех же преступных организаций, что и эксплуатировали их. Они все не оставляли следов, рассказывает бывший карабинер Эдди Сансон, работавший над некоторыми из фриульских убийств. Это были женщины, которые передвигались ночью и заранее не назначали встреч. Было трудно даже восстановить их последние часы. Кроме того, в те годы у нас не было ни камер, ни прослушки, ни мобильных телефонов. Мы делали максимум того, что могли сделать средствами того времени. Марина Липре. Последняя жертва. Подозрение, что за убийствами в Удине может стоять одна рука, появилось после обнаружения последней жертвы – 40-летней Марины Липре. В отличие от предыдущих жертв, она не имела никакого отношения к проституции. Марина Липре, уроженка области Фриули, происходила из хорошей семьи. Ее отец был управляющим банком, а она работала учительницей в начальной школе. После развода с мужем-инженером Марина впала в депрессию и увлеклась алкоголем. Всего за несколько дней до встречи с убийцей в феврале 1989 года она попала в больницу из-за пореза на подбородке, полученного во время драки в баре. Именно этот порез позволил следователям идентифицировать труп, брошенный на проселочной дороге возле ручья Таре. На животе женщины был четкий разрез в форме буквы «С», который прорезал живот до лобка, но не доходил до пупка. Кроме того, горло жертвы было рассечено от уха до уха. «Когда я увидел вот так перерезанное горло, — рассказывает бывший карабинер Сансон, — я подумал только об одном — убийца вернулся». Судебно-медицинская экспертиза. Еще 4 жертвы. Следователи сразу же обнаружили, что убийство Марины Липре имеет несколько общих черт, по крайней мере, с 3 убийствами женщин, которые происходили во Фриуле за последние десятилетия, но так и остались нераскрытыми. Прокурор Удине обратился за медико-юридической помощью для тщательного анализа всех 4 дел. Расследование было поручено доктору Карло Мореске, в то время исследователю кафедры судебной медицины Университета Удине. Помимо убийства Марины Липре, доктор также исследовал убийство Марии Карло Беллоне,
Луаны Джампаркаро и Аурелии Янушевец. Первая убитая, Мария Карла Беллоне, была 19-летней проституткой. Она употребляла героин и иногда занималась проституцией, чтобы заработать деньги на покупку наркотиков для себя и своего младшего брата. Ее убили в феврале 1980 года, разрезав горло от уха до уха, как и Марину Лепре. Тело было брошено под тутовыми деревьями в сельской местности Продамано. Живот убитой был вспорот, длинный разрез шел от груди до паха, уверенный, тонкий и обходящий пупок, похожий на анатомическое вскрытие, как было написано в патологоанатомическом заключении. 3 года спустя, в январе 1983 года, была убита Луана Джампаркаро, 22-летняя проститутка. Ее тело также бросили в сельской местности, на кукурузном поле, и ей также перерезали горло. На ее теле были обнаружены 2 длинных разреза, идущие от живота к лобку, минуя пупок. Аурелия Янушевец погибла в марте 1985 года. Она была проституткой французского происхождения, 42 лет, и несколько раз госпитализировалась в психиатрическую больницу Удине. Как и у других жертв, за плечами у Янушевец история одиночества, маргинализации и боли. Женщину зарезали и бросили на проселочной дороге. На этот раз на теле убитой обнаружили 2 продольных разреза. В заключении сказано, что это были прозрачные раны, некоторые с тонкими хвостиками, для которых, по предположению коронера, использовался острый инструмент, например, нож, лезвие бритвы или скальпель. Вывод следователя Морески был ясен. Все проанализированные преступления были совершены зимой, в выходные дни и дождливыми ночами. Все женщины были убиты ножевыми ранениями в область шеи или горла. Продольные разрезы на трупах не были нанесены с целью убить и явно имели ритуальный характер. Кроме того, на телах жертв не было обнаружено следов борьбы. Похоже, что женщин убивали тогда, когда они не могли оказать сопротивление. Также не удалось обнаружить никаких свидетельств, что убийца совершал со своими жертвами половые акты. Заключение Морески гласило: есть свидетельства, которые позволяют заключить, что первые 3 убийства, похожие друг на друга, являются делом рук одного и того же преступника. Из этих же свидетельств можно сделать вывод, что и 4-я убитая, Марина Лепре, является жертвой того же человека. Подозреваемый – сумасшедший хирург. В истории «Монстра из Удине» есть человек, которого подозревали в том, что он таинственный серийный убийца. Он хирург, что вполне соответствует характеру порезов, нанесенных жертвам, и появился в расследовании смерти Марии Лепре невероятным образом. Он оказался в месте, где нашли тело, всего через несколько часов, когда о преступлении не знал никто, кроме свидетелей. Ночью мы с коллегами вернулись на проселочную дорогу, где утром мы нашли тело Марины Лепре. Вспоминает бывший карабинер Эдди Сансон. И в темноте именно там, рядом с нами, остановилась машина. Мы подумали, что это коллеги, и решили над ними пошутить. Мы не включали мигалки и вообще не предпринимали никаких мер предосторожности. Но вместо коллег в машине оказался какой-то старик. Я почувствовал себя совершенно беспомощным, будто зашел в клетку ко льву. В сериале «Чудовище из Удины», посвященному удинскому маньяку, Сансон реконструирует дальнейшие события. Мы проверили у него документы и сделали вид, что уходим, а на самом деле последовали за ним. И вот мы увидели, что он направляется к заброшенной церкви, опускается на колени прямо на землю и бормочет странные вещи. Подозрительный человек, которого встретили полицейские ночью на месте убийства, оказался 60-летним врачом-гинекологом с явными психологическими проблемами. Он закончил акушерское отделение медицинского института, но имел диагноз шизофрения и никогда не работал по специальности. На допросе в полиции он решительно утверждал, что не общался с женщинами, а проселочные дороги выбирал, потому что ненавидит движение на главных дорогах. Он жил в захламленном доме вдвоем с братом, который, по словам подозреваемого, страдал галлюцинациями. Кроме того, в прошлом акушера-неудачника был эпизод, который привлек особое внимание следователей. В конце 70-х годов его заметили на берегу ручья Таре,
там, где впоследствии были обнаружены тела Марины Лепре и Марии Карлы Беллоне, где он изображал операцию на невидимом пациенте, используя настоящие хирургические инструменты. Конечно, такой подозреваемый являлся настоящей находкой для следствия. Однако вину его так и не удалось доказать, и в 1997 году идеальный кандидат на роль удинского чудовища был оправдан, а спустя еще 10 лет умер, унеся свои тайны в могилу. Удинский убийца все еще жив? Со смертью главного подозреваемого дело было прекращено, но кошмар монстра-потрошителя во Фриуле не рассеялся. Следователь Карло Морески, который вел это дело, поясняет, что убийства были совершены в годы жестокого террора. В те годы в Италии действовала крайне жестокая леворадикальная группировка «Красные бригады». На севере, во Фриуле, сепаратистские настроения были особенно сильны. Терроризм фактически отвлек внимание от серийного убийцы, который тем временем убивал как ни в чем не бывало, в дождливые ночи и по выходным. С 1971 по 1984 год рукам удинского чудовища приписывались еще 6 убийств молодых женщин. Все они были задушены или зарезаны, и почти все из них были молодыми проститутками. Впоследствии была выдвинута гипотеза о существовании 2 разных серийных убийц. Один действовал скальпелем, а другой душил проституток. Но никаких успехов в следствии эта гипотеза не принесла, и дела так и остались нераскрытыми. Поэтому не так уж и странно предположить, что удинский убийца может быть еще жив. Во Фриуле многие так и считают, хотя уже много лет он не дает о себе знать. Однако деяния чудовища не сходят со страниц местных новостей. Расследования продолжаются. В 2012 году программа «Чи ла висто?» «Кто это видел?» расследовала предполагаемое последнее преступление удинского монстра. Криминалисты произвели анализ шали, в которую была одета Марина Лепре в момент убийства. Но и это расследование не увенчалось успехом. Дочь Марины, Федра, не переставала требовать справедливости и открыто заявила о себе после прочтения романа журналистки Елены Комиссати «Фемин un giorno» «Женщина дня», в котором она узнала историю своей матери. В 2016 году бывший следователь Карло Морески и Елена Комиссанти открыли выставку «Серийный убийца. От жертвы к преступнику». Экспозиция пыталась восстановить судебный процесс на основе результатов вскрытия и анализа фактов, изложенных в газетах. В 2019 году вышел телесериал «Удинское чудовище», целиком посвященный реконструкции известных фактов об убийстве. В этом же году Федерико Тоссель, адвокат родственников 2 убитых женщин, обратилась в полицию с просьбой возобновить расследование. Это заняло очень много времени, объясняет Федерико Тоссель, участвовавшая в создании телесериала. Но в архиве между полками, полными пыли и заплесневелыми файлами, нам удалось найти 2 интересующие нас папки. Прокурор удовлетворил ходатайство адвоката по уголовным делам о возобновлении расследования на основании обнаруженных улик: презерватива, волос в деле Марии Луизы Бернардо и окурка в деле Марии Карлы Беллоне. Новые находки были доставлены в штаб-квартиру криминалистов в Парме для анализа. Охота на удинского монстра продолжается. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал, ссылка на который будет указана ниже.